Здравствуйте! Сегодня рубрика «Психология кино». Есть сцена фильма Good Will Hunting, которую часто воспринимают как просто эмоциональную. Но если смотреть на нее как психотерапевт, это почти клинически Look at the точная sun. иллюстрация того, как происходят It's внутренние not your fault. изменения. И самый важный момент там не слезы героя, это сцена, где герой Мэтт Дэймон повторяет одну и ту же фразу I know, а терапевт в исполнении Робин Уильямса отвечает It's not your fault. И эта сцена повторяется, она как будто зацикленная. I know. It's not your fault. Давайте рассмотрим ее на уровне содержания. Герой действительно знает, он осознает свою I know. травму, No, no, no. он может It's ее not your объяснить fault. и наверняка не раз уже объяснял. Но в психодинамическом процессе это называется интеллектуализация, то есть такой уровень защиты интеллектом, объяснением, который позволяет понимать, не переживая, не испытывая эмоции, которые здесь явно сдерживаются и очень болезненные, интенсивные. Потому что когда мы знаем, но не переживаем, то есть нет контакта с эмоциями, это означает, что конфликт внутри нас остается, и мы страдаем. Если описывать здесь внутренний процесс, можно посмотреть на сцену, то мы видим здесь расщепление психического опыта, когда одна часть в человеке наблюдает, анализирует, контролирует, остается как бы сверху. А другая часть содержит вот этот именно напряженный, тяжелый аффект, эмоции, то есть хранит травматическую эмоциональную память и избегает контакта с другой частью и остается изолированной. И пока функционирует только первая, вторая остается недоступной. И конфликт продолжается, и различные эмоции неприятные продолжаются. И человек как будто не живет, он в этом месте, можно сказать, застрял. И фраза I know в этом контексте это не про инсайт, осознавание, это некоторое сопротивление контакту с эмоцией, вот с этим аффектом, этот способ не входить в переживание целиком, оставаться расщепленным. Что делает терапевт? Давайте посмотрим на следующую сцену. Он не интерпретирует, не усиливает когнитивный, то есть понимательный уровень, не вступает в полемику, он делает другое. Ключевое в психотерапевтическом процессе, он удерживает это эмоциональное, аффективное поле и остается в контакте с человеком. Повторяет простую фразу, не разрушая защиту напрямую. И эта фраза контейнирует аффект, он выдерживает то, что пациент пока не может выдержать сам. И Don't в fuck with me. какой-то момент происходит сдвиг не потому, что It's not your появляется fault. новая мысль, Don't новый fuck with me, инсайт, alright? Don't fuck. а потому что защита трескается, она теряет свою функцию, она больше не удерживает напряжение. И тогда возникает эмоция, слезы, вот этот аффект. It's Вот not your где fault. начинается терапия. Не в инсайте, не в объяснениях, а в моменте, когда переживание становится возможным. И вот встретились две части, два уровня. Присутствие другого, потому что безопасно, потому что другой контейнирует с высокой эмоциональной способностью. Здесь герой понимает, вернее его бессознательное чувствует, что он может предъявлять свою уязвимость, то есть слезы, рыдания, безопасно. И это не просто выплакаться, это разрушение изоляции эмоций, разрушение изоляции аффекта, опыт совместного переживания травматического опыта, восстановление связи между частями «я». И после такого опыта человек меняется не потому, что его исправили или
наладили, а потому что он впервые вошел в контакт с тем, что было вытеснено. И смог это выдержать не в одиночку, конечно. И это принципиально, потому что есть уровни психического опыта, когда психика не пускает без другого, потому что там чрезвычайно больно. И именно там и так происходит настоящая работа в психотерапии. Спасибо за внимание. До следующих видео.